Задумывались ли вы, что стоит за всеми этими невероятными технологиями вроде ChatGPT или Midjourney? Так вот, в основе почти каждого такого прорыва лежит одна и та же фундаментальная идея. Идея, которая родилась из одной единственной научной статьи 2017 года и просто-напросто изменила правила игры. Вот вам вопрос. Как так получается, что современные нейросети понимают смысл целого абзаца сразу, а не просто перебирают слова по одному? Как им удается улавливать связь между словами, которые, знаете, стоят далеко друг от друга в предложении? Так вот, ответ на этот вопрос буквально все и изменил. Он пришел из научной работы 2017 года от команды Google Brain. Называлась она «Attention is all you need». Внимание — это все, что вам нужно. И эта работа, она не просто что-то там улучшила. Нет, она предложила машинам совершенно новый способ, скажем так, думать. Давайте заглянем в эту статью. Вот цитата прямо из аннотации. Авторы предлагают новую архитектуру — трансформер. И вот ключевая фраза, основанную исключительно на механизмах внимания. Чтобы понять, почему это было так революционно, нужно посмотреть, а что вообще было до этого. Итак, перенесемся в прошлое, в мир до 2017 года. В то время в обработке языка, по сути, правил бал один единственный подход. И у него была одна большая, прямо-таки врожденная проблема. Этими моделями были так называемые рекуррентные нейронные сети, или сокращенно RNN. Они были созданы, чтобы работать с последовательностями. То есть они читали текст примерно как мы с вами, слово за словом, слева направо. Пытались запомнить предыдущее, чтобы понять следующее. Звучит вроде логично, правда? Но вот в этом-то и была их главная слабость. Представьте, что вы смотрите на текст через замочную скважину, видите только одно слово. Прочитали «кот», сдвинулись дальше, видите «сидел», и при этом пытаетесь удержать в голове, что там было до этого. К тому моменту, как вы доберетесь до конца какого-нибудь длинного предложения, вы уже и забудете, с чего все начиналось. Вот именно так и работали эти самые RNN. И вот такой последовательный подход создавал две гигантские проблемы. Во-первых, это было чудовищно медленно. Нельзя было взять и обработать все слова разом. Приходилось ждать, пока модель их по очереди прочитает. А во-вторых, у модели была, скажем так, короткая память. В длинных текстах она с огромным трудом улавливала связь между словом в начале и словом в конце. Она просто-напросто забывала, с чего все начиналось. И вот эта табличка, она отлично все иллюстрирует. Это, конечно, упрощенная версия из статьи. Смотрите, слева старый рекуррентный подход. Чтобы связать первое и последнее слово, модели нужно было как бы пройти через все слова между ними. Путь длинный. А справа новая идея — внимание к себе, или self-attention. Путь между любыми двумя словами мгновенный. Всего один шаг. Это фундаментальное, просто колоссальное различие. Окей, исследователи, конечно, знали об этой проблеме. И у них даже был один трюк, чтобы немного помочь этим медленным RNN, но никто и подумать не мог, что этот трюк на самом деле и есть решение. Сам по себе механизм внимания — это не было что-то абсолютно новое. Его уже использовали, чтобы позволить модели, которая ползет слово за словом, иногда как бы оглядываться назад и вспоминать какие-то важные слова. Это была, знаете, такая полезная заплатка, но она не решала главную проблему. Сама основа, вот эта последовательная обработка, никуда не делась. Она оставалась такой же медленной и неэффективной. И вот тут-то авторы статьи и задали свой гениальный и по-настоящему радикальный вопрос. А что если просто взять и выбросить всю эту рекуррентную сеть? Выкинуть это медленное, последовательное ядро и построить всю архитектуру целиком и полностью на одном лишь механизме внимания? Что если эта заплатка на самом деле может стать целым двигателем? И это и был тот самый прорыв, момент рождения архитектуры трансформер. А ее название, как вы уже догадались, это прямая отсылка к той самой статье «Внимание — это все, что вам нужно». Так, в чем же суть? Ключевой компонент — это внимание к себе, self-attention. Вместо того, чтобы читать слово за словом, модель теперь смотрит на все предложение целиком, сразу. Каждое слово может напрямую посмотреть на любое другое слово и определить, насколько они важны друг для друга. Представьте, что все актеры пьесы вышли на сцену одновременно. Вы сразу видите все их взаимосвязи, кто с кем говорит, кто на кого смотрит. Вот это оно. Но и это еще не все. Авторы пошли дальше и внедрили многоголовое внимание, или multi-head attention. Представьте, что вы дали прочитать предложение не одному эксперту, а целой команде. Один ищет грамматические связи, другой — смысловые, третий, скажем, ищет какие-то скрытые намеки. Работая параллельно, все вместе они создают гораздо более глубокое многогранное понимание текста.
Вот именно это и делает Multi-Head Attention. Хорошо, но тут возникает логичный вопрос. Если мы смотрим на все слова одновременно, как на мешок слов, то как модель вообще понимает их порядок? Ведь кот сидел на коврике — это совсем не то же самое, что коврик сидел на коте. Порядок слов — это же критически важно. Решение оказалось на удивление элегантным. Каждому слову как бы присваивается своя уникальная GPS-координата. Это такая временная метка, которая зависит от его позиции в предложении. Эта информация, закодированная с помощью простых математических функций, синусов и косинусов, просто добавляется к представлению слова. Таким образом, модель получает всю информацию о порядке, даже не обрабатывая слова последовательно. Гениально и просто. Что ж, на бумаге все выглядело просто блестяще. Параллельная обработка, мгновенная связь между словами, изящное решение проблемы с их порядком, но оставался один, самый главный вопрос. А сработало ли все это на практике? Могла ли эта новая, довольно странная архитектура, которая полностью отказалась от проверенных годами рекуррентных сетей, действительно превзойти существующие модели? Результаты оказались просто ошеломительными. Взгляните на эту таблицу из статьи, она посвящена машинному переводу. Трансформер не просто показал себя хорошо, он установил новый рекорд качества по стандартной метрике BLU. Но самое главное, он сделал это с гораздо меньшими затратами. Он потребовал лишь малую долю тех вычислительных ресурсов, которые нужны были конкурентам. И чтобы вы понимали масштаб, скачок в 2 балла по метрике Блю в то время это было что-то невероятное. Исследователи годами бились за десятые доли процента. Так что это было не просто какое-то улучшение, это был качественный скачок, который показал, новый подход не просто работает, он на голову выше всего, что было до него. И вот этот график отлично показывает разницу в эффективности. Там, где предыдущим моделям требовались дни, а то и недели обучения, базовая модель трансформера добилась высочайших результатов всего за 12 часов. И все это благодаря его параллельной природе. И вот мы подходим к главному выводу. Дело было не просто в скорости или точности, нет. Параллельная архитектура трансформера, по сути, сняла оковы с масштабирования ИИ. Теперь стало возможным обучать гораздо более крупные модели на немыслимых ранее объемах данных. Именно это открытие и распахнуло дверь в современную эру больших языковых моделей, в которой мы сейчас живем. По сути, статья Attention is all you need дала искусственному интеллекту возможность перейти от подглядывания в замочную скважину к панорамному обзору целой библиотеки. И вот этот фундаментальный сдвиг и стал тем самым фундаментом, на котором сегодня построены все те невероятные языковые модели, которые меняют наш мир прямо на наших глазах.